В холодную кастрюлю выкладываю филе индейки и лавровый лист. Заливаю кипятком. Делаю максимальный огонь. После того, как закипит, буду варить на минимальном огне примерно 1 час. Кипятком залила для того, чтобы быстрее вода согрелась. Сразу ставлю вариться яйца. Когда варю яйца, не мою. Все равно будут в кипятке. Все микробы убьются сразу. Заливаю обычной водой. Здесь у меня уже кипяток закончился, но было бы неплохо тоже залить кипятком. Солю. Делаю максимальный огонь. После того, как закипит, буду варить на среднем огне минут 10. Сначала займусь грибами. Отделю шляпки от ножек. На ножках обновлю срез. Шляпки очищу и порежу нарезкой жульен. На ножках убрала я еще юбочки. Шляпки я очищаю руками. Так проще всего делается. Вы готовы. Теперь нарежу куриное филе. Также нарезкой жульен. Яйца уже сварились. Я их достала из воды, охладила и поставила остывать дальше. Куриное филе я подготовила и положила к грибам. Сковороду ставлю на огонь. Наливаю подсолнечное масло. Жду, пока масло нагреется, и только тогда буду выкладывать шампиньоны и куриное филе. Я натерла на мелкой терке. Выкладываю куриное филе и грибы. Хорошо перемешиваю, распределяю по сковороде и жду, пока они немножко схватятся. Пока шипят грибы и филе, беру 6 яиц, солю по вкусу и взбиваю венчиком их. Ну, как взбиваю? Не взбиваю, а так перемешиваю. Взбивать не надо, иначе будет уже другое блюдо. Добавляю сливки, как в настоящем жульене. Венчиком хорошо перемешиваю. Еще раз мешаю. Смотрю, чтобы все было равномерно распределено. И добавляю сюда смесь омлетную. Посыпаю сыром сверху и ставлю на минимальный огонь, чтобы все приготовилось и ничего не пригорело. Накрываю крышкой и готовлю до готовности. Омлет уже приготовился. Дам ему минут 5 остыть, чтобы он проще накладывался. Очень приятный аромат, как будто настоящий жульен. Бульон уже начинает закипать. Скоро буду делать минимальный огонь. Яйца закипели, делаю средний огонь. Пока суп и яйца варятся, точнее бульон и яйца варятся, я займусь приготовлением хлеба. По такому рецепту буду делать первый раз, поэтому не знаю, что получится. Добавляю яйца и кефир. Кефир с яйцами хорошо перемешиваю, должна измениться консистенция. Смотрите, сразу меняется консистенция. Теперь добавляю муку, разрыхлитель и соль. Теперь хорошенько вымешиваю. Все-таки взяла венчик. Получается такое достаточно жидкое тесто. Буду хлеб выкладывать вот в эту форму для запекания. Если честно, она мне не очень нравится. Для дрожжевого теста точно. Сейчас посмотрю для более жидкого теста, что получится. Смазывать ее ничем не буду, силикон, все хорошо вытаскивается. Здесь сразу заметно то, о чем я говорю. Вылазят сразу вот эти вот бока, расправляются, и получается не очень ровная форма. Ну, на вкус это, конечно, никак не влияет, но хотелось бы, чтобы все-таки был красивый хлебушек. Чувствую, хлебушек от меня сегодня убежит из духовки. Ставлю в предварительно разогретую духовку на 180 градусов на 1 час. Застилаю пергаментом. Для запекания мокрых продуктов, мяса, рыба и так далее, подойдет любой пергамент, любая бумага. А вот для выпечки нужна именно бумага или пергамент силиконизированные. Либо еще встречаются надписи с использованием силикона, с антипригарным покрытием и так далее. Главное, чтобы не было надписи «требуется смазывать жиром, маслом» или чем-то там еще. Или бывает надпись «не требует смазывания жиром, маслом» и так далее. Тогда тоже подходит для выпечки. Вкладываю камбалу.
Камбалу выложила, она у меня замороженная. Теперь займусь маринадом. Добавляю соевый соус, сахар, можно мед. У меня сейчас меда не было. На вкус это никак не влияет, что сахар, что мед дают одинаковый привкус. Соль, орегано, базилик и черный перец. Теперь все хорошенько перемешиваю. Эту смесь равномерно выливаю на камбалу. Как я уже сказала, камбала у меня замороженная, поэтому больше никакой жидкости я добавлять не буду. Закрою фольгой и отправлю на час на 180 градусов в предварительно разогретую духовку. Бульон уже готов. Сейчас буду его процеживать. Достану мясо, положу его остывать. Индейки достала, будет теперь остывать. Бульон процеженный. Теперь подготовлю овощи. Овощи я подготовила. Картофель и морковь натру на крупной терке, а перец порежу соломкой. Перец готов. Картофель и морковь. Тем временем у меня приготовился хлебушек. Он еще очень горячий, поэтому я его трогать не буду. Но сразу видно, что он хорошо будет доставаться из формочки. Теперь отправляю в духовку камбалу. Достала хлебушек, он очень легко достался. Вот получился такой кривенький. Он очень горячий, не могу его потрогать. Очень горячо. Буду его остужать на решетке. Ой, как горячо. Насыпаю кукурузу. Между прочим, кукуруза каждый день ашановской марки. И смотрите, какая она чистая. Я первый раз вижу такую чистую кукурузу. Вообще ни одного черного пятнышка, ничего, нигде не заметил. Паприку, если бы вы знали, какой невероятно идет от нее аромат. У меня копченая паприка. Соль, острый перец и томатная паста. Заливаю водой. Бульон у меня выкипел. Хорошо перемешиваю. После того, как закипит, буду варить на минимальном огне минут 20. Филе индейки сейчас порежу. В сам суп добавлять не буду. Буду добавлять порционно в каждую тарелку. Я измельчила. Чик варится. Сейчас почищу яйца и займусь салатом. Яйца я почистила и покажу вам сейчас простой способ, как быстро измельчить яйца для салата. Для этого нам понадобится картофелемялка с круглыми отверстиями. Здесь главное, чтобы яйцо не убежало, конечно. Видите? И все. И яйцо готово. И в таком же духе все остальные яйца. Вот и готово. Смотрите. Этот способ гораздо проще, чем нарезать и пользоваться яйцерезкой. И руки пачкать не надо. Огурцы и помидоры нарезаю кубиками. В принципе, можно нарезать произвольно, как вам больше нравится. Соленых огурцов, точнее у меня маринованные огурцы, у меня 2 штучки, но они маленькие, поэтому 2. Если будет прям такой большой бывает, то тогда можно взять 1. Вкладываю яйца, маринованный огурец и помидоры. Соль по вкусу и немножко майонеза. Теперь все хорошо перемешиваю до однородной консистенции. Получается вот такой очень вкусный и практически очень легкий салатик. Супчик уже тоже готов. Буду выкладывать в тарелку и добавлять туда мясо, индейку. Какой аромат базилика. Достала я из духовки, сняла фольгу. Теперь отправлю еще раз в духовку на полчаса на 200 градусов, без фольги. В качестве гарнира у меня сегодня фунчоза. Залью ее водой, кипятком, и 5 минут подожду, пока она разбухнет. Мой эксперимент удался, хочу сказать. Хлеб получился очень вкусный, мягкий,
сочный внутри, хрустящий снаружи. Дети уже попробовали, оценили. Я тоже уже попробовала, мне тоже понравилось. Камбала запеклась. Аромат невероятно вкусный. Надеюсь, что и вкус такой же. Для камбала я подготовила уже фунчозу. Сейчас буду выкладывать на тарелку. У меня есть дыня. Возьму 300 граммов и измельчу их в блендере. Добавляю сахар и измельчаю в блендере. Выливаю дынную смесь в графин. Добавляю молоко в графин. Возле графина добавлять не надо, только в графин. Хорошо перемешиваю. Остужаю. И можно пить. Молочно-дынный коктейль будет готов. Муку, сахар и ванильный сахар, кефир и соду. Равномерно просыпаю, чтобы не было комочков. И теперь замешиваю тесто прямо ложкой. Пока буду замешивать, ставлю сковороду на огонь и наливаю подсолнечное масло, чтобы масло нагрелось к тому моменту, как я замешаю. Тесто готово. И масло уже разогрелось. Я сразу выложила салфетку в ту тарелку, куда буду снимать оладушки. Переворачиваю я обычно вилкой. Стараюсь не дотрагиваться до сковороды. Первая партия готова. Снимаю первую партию. Все остальные оладушки жарю точно так же. Эти оладушки просто невероятно вкусные. Вам настоятельно рекомендую их попробовать. Они очень горячие сейчас, я не могу до них дотронуться. Я вам сейчас их разрежу, покажу, что внутри. Смотрите. Они настолько вкусные. Не могу нажать, горячо. Ой, как горячо. Они настолько вкусные, что вы их обязательно должны попробовать. Я сегодня молодец. Приготовила салат с яйцами, помидорами и соленым огурцом. Камбалу в медово-соевом соусе на гарнир фунчоза. Кукурузный суп с индейкой. Омлет жульен. Улетные оладушки. И первый раз попробовала сделать бездрожжевой хлеб. Эксперимент удался. Забыла самое главное. Молочно-дынный коктейль. Вообще молодец.